Hello, friends, how are you? У меня все хорошо, я нахожусь на самоизоляции в загородном доме. Сегодня 5 апреля 2020 года. Что происходит в России, как живут люди, как у нас идет борьба с вирусом, об этом мы поговорим. Вчера мне удалось выбраться в город, зайти в магазин и посмотреть, как же живут люди. Это небольшой провинциальный город, всего в 200 километрах от Москвы находится. На мой взгляд, здесь все достаточно спокойно. Люди к вирусу, мне показалось, серьезно не относятся. Дистанцию в очереди соблюдают не все. Но маски, понятное дело, почти ни у кого нет, потому что их просто нет в продаже ни в одной аптеке. То есть в России невозможно обычному человеку пойти куда-то и купить маску. Как нет их в интернете, так нет их и в обычных аптеках. Я сделал заказ в интернет-магазине наушников, попросил их привезти вот в этот город, но сюда доставки нет. Ближайшее от этого места еще в 50 километрах. Крупный город в России. Только туда есть доставка. И то поставщик не привез эти наушники, и теперь, собственно говоря, когда же мне их привезут, неизвестно. Обещали, что через неделю. Очень много пожилых людей, несмотря на то, что они в первую очередь находятся в группе риска, им рекомендуют оставаться дома, но русские люди, тем более бабушки пенсионного возраста, не воспринимают всерьез данную угрозу. Они пережили куда более сложные времена и видимого врага, а этот враг невидим. Поэтому и относятся к нему несерьезно. Отчасти в этом есть и заслуга правительства Российской Федерации, потому что в новостях, по телеканалам, в СМИ в основном говорят, как страшно в Америке, как страшно в Испании, как Россия помогает Америке, как Россия помогает Испании. То есть, если Россия высылает помощь другим странам, то значит в России все хорошо и спокойно. И статистика нам тоже об этом говорит, что у нас все хорошо и спокойно. Какие еще принимает меры правительство РФ для борьбы с вирусом? Мне кажется, они настолько всех запутали, что люди вот не понимают, можно им выходить на улицу, куда им можно выходить, в магазин, в супермаркет, можно ли им ездить на машине или нельзя им ездить на машине. Ввели штраф. Для кого штраф? Кого-то оштрафовали. Кто-то пошел гулять с собакой, его оштрафовали. Кто-то пошел переставить машину с одного места на другое, его оштрафовали. Кого оштрафовали? Непонятно. Можно людям выходить, нельзя. Кто штрафует, кто не штрафует. В общем, однозначного понимания, какие мы должны принимать меры, как мы должны самоизолироваться, в общем-то, нет. То есть невозможно так зайти куда-то и прочитать, что вот ты должен делать то, а это ты делать нельзя. Этого делать нельзя. Такого нет. Сначала один выступает чиновник, потом другой выступает чиновник, объясняет, потом третий чиновник объясняет, кого штрафовать будут, кого не будут. В общем, мозг закипит. Поэтому и в городе такая вот собственно, обычная жизнь. Лишили всех работы на целый месяц. Вот все и, собственно, сидят дома, покупают много спиртного. В магазинах не очень серьезно относятся к мерам, которые необходимо соблюдать. Вот это здание администрации данного города. То есть это самый центр города. Напротив него находится церковь, а за церковью дом. Посмотрите на этот дом, в каком он состоянии. Он практически разрушен, уничтожен. Тем не менее, это памятный дом. И он находится прямо напротив администрации. Удивительно то, что второй этаж весь разрушен, крыша сгорела, а на первом этаже все еще работает магазин. Как они там работают? Я не представляю. В каких условиях они там находятся? Я тоже не представляю. То есть все коммуникации к этому дому подведены. Свет, вода, канализация.
хотя крыши у этого дома нет. Это, конечно, потрясающе. И все это напротив администрации города. Напомню, это центр города. Тоже напротив администрации висит злая табличка, что за свалку мусора штраф 5000 рублей. Но, как мы видим, табличка уже покосилась и никого она не пугает. И мусор по-прежнему здесь есть. И что еще примечательно, это прямо напротив церкви. И церковь, кстати, работает. Пожалуйста, дверь открыта, заходи, кто хочешь. Не знаю, надо ли там соблюдать какую-либо дистанцию в этих церквях. Я туда не пошел, потому что все-таки отношусь серьезно к вирусу и соблюдаю какие-то элементарные меры предосторожности. Вот эту церковь несколько лет тому назад ремонтировали. Ну и можем посмотреть на качество этого ремонта, что уже все отваливается и разваливается. И все это напротив администрации города, это центр города. Только что проехала машина полиции и предупредила всех, чтобы люди оставались дома. Но вообще на нее никто не обратил внимания. Но я, пожалуй, прогулку на этом закончу и поеду обратно домой. Вот так горит в поле трава ночью. И никто ее не тушит. Потому что сюда пожарные просто не могут приехать. Слишком далеко. Сильно так горит-то, да, прям стрёмно ветер, если поднимется ночью. И деревня вся может сгореть. А это последствия того ночного огня. Вот так вот сгорела трава. В лесу, на полях. Вот так ее местные жители иногда выжигают. Зачем они это делают, непонятно. Выглядит, конечно, это все мрачно. Напишите в комментариях, а в ваших деревнях жгут так траву или берегут природу. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, еще увидимся.